Здравствуйте, ребята, с вами снова я, Таня Чебанец. И сегодня я, наверное, не буду ничего вам серьезного такого рассказывать. Хочу немного посплетничать с вами, рассказать о своих секретиках, поделиться ими с вами, рассказать о том, как я пришла к спорту, что меня на это сподвигло, что меня мотивировало. Хочу вам это все рассказать, может, вам это будет интересно. Начну, наверное, с того, что раньше я не занималась спортом вообще. Я не ходила ни на спортивные кружки никакие, ни на плавание, ни на танцы. Тем более растяжка для меня было что-то вообще сверхъестественное. И вот, наверное, после школы я начала задумываться о том, что нужно что-то себе менять, нужно вести спортивный образ жизни, двигаться побольше. Потому что раньше для меня было нормальным сесть возле компьютера с чайком, с печеньками и сидеть так до 12 ночи, к примеру. И вот, скорее всего, после школы я пошла в тренажерный зал. Я пошла сразу же прямиком, желая сразу все получить, все готовенькое, красивое тело, фигуру. Пришла туда, без тренеров занималась, и как-то мне это не понравилось, потому что я не знала, что мне нужно там делать. Максимум, что я могла делать, это бегать по дорожке и крутить педали в орбитреке. И вот так вот прогорел мой месячный абонемент. Я походила всего там 5-6 раз максимум. И я как бы думала, что же, чем себя еще занять. Пойти то ли на фитнес, там, где уже много людей, как бы, может, мне они окажут помощь, или вообще ничего не делать. Но я все-таки решила как-то двигаться дальше. И пошла я на танцы. Это было год назад. В октябре пошла на танцы. Пришла я туда уже более-менее пухленькой девчонкой. Да, были проблемы, и целлюлит, и все было, да, и без этого никуда. Конечно, от сидячего образа жизни попка орешком не будет. Поэтому я пошла на танцы. Конечно, поначалу было тяжело в том смысле, что я привыкала к людям, привыкала к всей этой атмосфере, что много людей, и как бы для меня это было тяжеловато. Но я сразу взяла месячный абонемент себе, чтобы уже никуда не убежать, не увильнуть от этого, и начала заниматься. И мне понравилось, мне безумно понравилось, потому что как бы девчонки своего возраста, было общение замечательное, и я начала замечать результаты в себе. Фигура преображалась, и она становилась более женственной. Не то чтобы я пошла в качалку и начала себе качать сразу мышцы. Там я без тренера, я бы просто, наверное, изуродовала всю фигуру, потому что самим очень тяжело заниматься. Нужно знать правильно, знать меру, как ты будешь вообще заниматься. И вот на танцах я достигла той меры, которая мне нужна. И в то время, когда я ходила на танцы, я помимо этого занималась дома. Потому что мне не хватало нагрузки силовой именно, хотелось больше эффекта, уже захотела себе и прессик порельефней. И в это время я начала уже правильно питаться. Как в прошлые времена я могла съесть и печенье, и котлетки, и все вперемешку за один день, еще и перед сном, такое тоже вполне возможно было. Но здесь я уже начала правильно питаться. Отдельное спасибо, конечно, моему парню, он мне в этом очень помог. Мы начали это все делать вместе, заниматься вместе, он мне очень помогал, так как даже сейчас те тренировки, которые я вам показываю, многие упражнения он мне сам подсказывает, и мы с ним вместе их прорабатываем, чтобы все было правильно, чтобы давать вам именно ту нагрузку, которую вы можете взять для себя, чтобы не перетрудиться и получить максимум эффекта. Так что поддержка ваших родных – это тоже очень важно для вас. Без поддержки, конечно, было бы тяжеловато, но я думаю, все равно можно справиться. Все равно, если ты идешь к своей цели, ты достигнешь ее любыми путями. Раньше я жила с родителями, конечно, питалась я совсем по-другому. Могла часами есть конфеты, печенье, сидя у компьютера, просто сидя в куче оберток от конфет, и так могло продолжаться бесконечность. Просто я взяла себя в руки и как бы
все я делаю для того, как бы мы все худеем, все держим себя в форме для себя, но в какой-то мере, конечно, для своих любимых, для своих родных. Конечно, когда мужчины говорят, что я люблю тебя такую, какая ты есть, мне тебя это платье не полнит и так далее, эта прическа тебе идет, а сам что-то там другое делает. Мне кажется, в этом случае просто мужчины боятся нас обидеть. Боятся сказать: да, вот у тебя лишние килограммы, тебе надо худеть и так далее, там, прическу поменяй. Мы должны следить за собой сами, потому что не следите за своими мужчинами, а следите за собой сами. Это, наверное, золотая поговорка. Вот поэтому нам надо как-то приводить себя в форму, поэтому мы занимаемся спортом, добиваемся результатов. Но, как видите, ничего сверхъестественного я не делаю. Всю жизнь спортом я не занималась. В общей сложности где-то год, чуть меньше 1,5 года я начала приводить себя в форму. И то, мне кажется, можно было бы гораздо быстрее это все сделать. Просто я в один момент решила, что это нужно мне. Это нужно не дяде, не Васе, не Пете, даже не моему парню так это сильно не нужно было бы, как мне самой. Именно я хотела измениться, так как и внешне, так и внутренне хотела измениться. И вы должны это тоже понимать для себя. Все делаем для себя. Мы хотим выглядеть красивыми внутри себя и снаружи. Поэтому совершенствуйтесь в двух направлениях. В первую очередь, если даже у вас сейчас очень много лишнего веса, вы должны в голове у себя записать такой пунктик. Я меняюсь внутри как человек. Я уже совсем другая, у меня другие привычки, у меня другое питание, у меня другой образ жизни. Как у меня было, например, я переехала в другой дом, у меня началась новая жизнь, новое питание, новый здоровый образ жизни. Также я советую и вам начать. Конечно, некоторые могут сказать: что это за девушка, ей всего 20 лет, она не рожала, это же так нормально, она совершенно обычная девушка, что она вообще показывает, о каком образе жизни, это нормально, такие все должны быть. Девушки, парни, люди, хочу вас расстроить. В наше время это ненормально. Не то чтобы я хвастаюсь, вот я такая супер уникальная девочка. Получается, в моем городе, в Николаеве, маленький городок, и довольно-таки очень серый. Даже сейчас смотрю в окно, не хочется смотреть, потому что у меня тут такой пейзаж, как-нибудь покажу. Смотришь, выходишь на улицу, смотришь налево, алкоголики, пьяницы, наркоманы. Причем это не люди, которым уже 30-40 лет, а это молодежь. Молодежь, которая учится в университетах, я надеюсь на это, учится в университетах, ходит на пары, у них родители, может даже и дети у кого-то. Но для них нормально в пятницу, да даже в любой день они найдут повод, праздник, то не праздник, они пойдут, соберутся все вместе в баре, сядут, и до вечера они пьют пиво, водочку, все это класс, они отдыхают. Тем более меня больше всего удивляет, когда берут с собой коляски с детьми, и деточки рядом стоят и играются с бутылочками. Ой, сигаретка, класс, все так весело. Конечно, очень печально на это все смотреть, потому что, конечно, наша нация, она умирает. И очень важно сейчас, чтобы вы поняли это все и приняли для себя выбор, что именно вам нужно. Вообще по жизни у меня друзей всегда было очень мало. И, скорее всего, в детстве у меня была одна подруга, которой я могла доверить что-то, но меня очень часто предавали, рассказывали все мои секреты, было очень обидно в детстве это все. Сейчас у меня есть одна подружка, не буду говорить имя, пусть она меня простит. И вот очень сейчас печальна та ситуация, что молодежи одинокой очень сейчас тяжело найти себе пару, вторую половинку, потому что или девушка курит, пьет, за собой не ухаживает, или еще что-нибудь там, или парень, допустим, то же самое, ведет нездоровый образ жизни, то ли бабник он, то ли еще кто-то. Тем более в нашем городе сейчас очень популярна такая, как бы так это назвать прилично, не знаю, брачное агентство, которые якобы предлагают нам
уехать за границу и вообще найти себе мужа за границей. Но просто я не понимаю этого. Мне как-то это все так дико. Получается, девушки намеренно себя продают. Ты идешь туда, это мое мнение, это лично мое мнение, вы можете считать как-то по-другому, я просто рассказываю то, что думаю я. Начала рассказ о себе, говорю вообще, ну ладно. Просто как бы ты идешь, общаешься с этим человеком по интернету, но ты уже знаешь, что ты уже материально будешь от него что-то требовать. Этот человек тебе будет интересен в первую очередь с материальной точки зрения. Тебе не будет он интересен как человек. Ты захочешь просто хорошей жизни где-то там за границей, с ним, не с ним, так кого-то там другого найду. Поэтому девушки у нас сейчас очень любят денежки. Они в первую очередь смотрят на кошелек парня, не на то, как он там ведет себя, какой он человек изнутри, а все-таки на его материальное положение. А что касается парней, конечно, больше проблема сейчас состоит в том, что они убиваются по алкоголю, по курению, неправильному образу жизни и отношению к девушкам. Но по рассказам, например, даже моей подруги, я могу сказать, что сейчас очень тяжело найти себе пару, так же, как и парням тяжело найти девушку. И я надеюсь, что исключения есть. Думаю, что их все-таки, надеюсь, что больше хороших людей, чем, как видите, нехороших людей. Так вот, думаю все-таки, что найдутся те пары хорошие, спортивные, здорового образа жизни, которые и составят всю нашу составляющую нашего общества, которые будут подавать пример всем парам, которые сейчас есть. Не те пары, которые в доме 2 ссорятся, бьют посуду. Не знаю, кому они подают этот пример, но, видимо, это интересно людям сейчас. Так что, как видите, рассказала о себе, рассказала обо всем на свете, о своем мнении вообще на происходящей ситуации, вообще во всем, кажется, мире. И будет очень интересно услышать ваше мнение по этим вопросам. Вообще, задавайте вопросики, мне очень интересно, приятно с вами общаться. Я всегда всем отвечаю на все ваши пожелания, вопросы насчет тренировок. На все всегда отвечу вам, мне не тяжело, я обычно совершенно такой же человек, как и вы. Я люблю общаться, поэтому задавайте вопросики, буду отвечать на них. Так что давайте растить здоровую нацию. Носите спорт и спортивный образ жизни в свою жизнь и в жизнь своих родных. Всем удачи! Пока, скоро встретимся.